Diane, it's 4 a.m., February 17th, and we are entering this void. We are entering this week. Так, я все еще пытаюсь привыкнуть к этой камере. Вообще покупка замечательная, конечно, я ей очень рада, но немножко... Боже мой. Я сейчас включила лицо трекинг. Вау. Вот. Показываю на публику свою неубранную квартиру. Вот, сегодня у нас очень занятой день, потому что мы сегодня с вами пойдем в мою киношколу, мы займемся монтажом. Это монтаж будет видео поэмы, то есть я записала отдельно поэму, и потом мы засняли определенный видеоряд с моим оператором, и сейчас мне нужно это все смонтировать вместе, так что побежали, потому что я очень-очень сильно сейчас опаздываю. Мне так нравится, как она за мной следит. Так непривычно себя видеть на камеру. Обычно я всегда за камерой, а не перед камерой. Но будем привыкать. Итак, сегодня мы находимся в монтаж-комнате Эсры. Будем сегодня с вами монтировать, как я сказала. У меня очень много всего напихано в карманы. Я немножко похожа на какого-то клошара в этой одежде, но меня все устраивает, в принципе. Здесь очень плохое освещение, и, скорее всего, мне очень плохо видно, но эта комната создана не для того, чтобы что-то снимать, а именно создана для монтажа. Поэтому обычно здесь свет выключается при работе. Товарищи, друзья. Вообще, проносить с собой напитки в монтаж комнаты, мягко говоря, не рекомендуется. Однако по личному опыту и по опыту других людей, что наблюдаю, большинство людей как раз-таки проносят сюда и энергетики, и кофе, и чаи, что угодно. Зачастую это все-таки энергетики и кофе. Ням-ням-ням, вкусненько. Наверное, будет весело, скорее всего, да. Я уже... Боже мой, здравствуйте, приехали. Будем работать, будем монтировать, будем создавать искусство, наверное, я не знаю. Ее преследовали умные мысли, но она была быстрее, потому что я вставила USB-C порт в USB-порт и думала, что это сработает. Зачем я это сделала, я не знаю. Мне кажется, у меня в последнее время шарики за ролики заезжают, потому что в последнее время кажется, что вся неделя — это как будто один сплошной день или даже какой-то сплошной сон. Вот. Состояние немножко... Состояние потерянное. У тебя все получится, я в тебя верю. Открываем сейчас проект на DaVinci. И сейчас пора выключать свет, иначе я ничего не буду нормально видеть. Сегодня я планирую закончить, плюс-минус закончить RAWCAD. Вот. У меня всего лишь осталось где-то 1.5 часа. Это выглядит сейчас немножко грязновато, потому что нужно здесь убрать ненужные кое-какие клипы. Все наши видеотраки хранятся тут. Нахуй надо переписывать. Что, я дура, что ли? Давайте это. То ли дымка, то ли туман, то ли в глазах моих пелена, словно стая густых облаков. Какая-то фигня, параша какая-то получается, потому что... О, боже мой. Потому что стихотворение... В чем прелесть, мне кажется, читки стиха? В том, что чем более... Даже, в принципе, любого творческого произведения, мне кажется, чем более оно сдержано, чем более оно минималистично, в плане экспрессии, это даже касается, мне кажется, актерства, тем более сильным оно становится, потому что оно дает какую-то свободу для
оно оставляет какое-то пространство, то есть пространство, как в театре «Но», к примеру, пространство «ма». Вот, и это «ма» очень важно сохранить. Мне кажется, вот вторые версии, вот эти, которые я прослушала, 2 последние, они слишком экспрессивные, мне кажется, и достаточно сумбурные. И да, они эмоциональные, да, там есть какие-то вот проработанные там паузы, какие-то вздохи и прочее. Однако первая версия, где я говорю, нахуй я должна вообще что-либо переписывать, и я просто записываю от балды эту версию, она, оказывается, мне кажется, она гораздо лучше звучит, чем что-либо другое. Смотрите на нее, какая танцовщица, ё-моё. I'm on your face now, following your hand. Вау. Она любила делать вид, как будто разбирается в танцах театра «Но». Так, я думаю, меня и так будет слышно. Думала волосы уложить, но меня, в принципе, устраивает результат. Косичек в течение дня. Так, я не забыла только... Что я хочу от жизни? Что я хочу от жизни? Сложно. Что же я хотела? Добрались. Вот. Это будет что-то по типу ободка. Короче, сегодня мы с вами, товарищи, топаем на пьесу театра «Но». Я не знаю, можно ли назвать это Мюген, но, скорее всего, да. Хотя оно как бы построено на исторических событиях, называется Фуна Бенкей. Может быть, я неправильно произношу. Там все равно присутствуют призраки. Пьеса написана не изями, как обычно мы привыкли. Она написана канзом Нобумицу. Пьеса рассказывает нам о Йосицуне, который бежит от врагов после того, как он принес много разрушений в один клан, который они атаковали. И бежит он вместе с Бенкеем и со своей, как бы, если Сидзука вроде бы ее зовут. Вот, они все вместе бегут, но впоследствии Бенкей как бы убеждает Йосицуне, что надо оставить Сидзуку на берегу, потому что. Вот, и она танцует как бы свой прощальный танец, очень трогательный танец. Я слышала, я не смотрела эту пьесу никогда вживую, да, но я много читала о ней и слышала, что это довольно трогательная сцена, очень красивая. Я не знаю, как ее будут ставить в этот раз и как это вообще будет выглядеть. Возвращаясь к сюжету, в итоге они ее оставляют, бегут на корабле. Внезапно начинается шторм, и на них налетают призраки клана, этого Хейки клана. Вот. И, собственно говоря, один из самых там мстительных — это главенствующий генерал. Долгое время они отбиваются от этого клана, вот, от этих призраков. И Бенкей вследствие перебирает свои четки и молится до рассвета. На рассвете призраки отступают, и наши герои остаются живыми и невредимыми. Собственно говоря, сюжет плюс-минус такой. Что интересно? Очень интересно, как это будет выглядеть, потому что пьеса будет ставиться не в традиционном театре «Но», вот, она будет проходить в культурном центре Японии, в Париже. Очень часто там происходят разные события, очень часто приходят туда профессионалы каких-то традиционных японских искусств, которые устраивают выставки, которые выступают у них на сцене. Там сцена небольшая, на самом деле я покажу ее потом. Я как бы могла бы представить там кабуки, но театр «Но» мне сложно увидеть в этой локации. Я не знаю, если можно назвать себя приверженцем как бы традиционного освещения в театрах «Но», да, потому что я ни разу не была ни на одной из постановок, вот. Но из того, что я вижу, вот как наблюдаю по каким-то учебникам и книгам и выступлениям, все-таки живое освещение факельное, оно впечатляет гораздо больше, нежели электрический свет. Вот. Так что мне интересно, как они будут освещать это место. Пока что мы с вами сходим, прогуляемся. У меня есть еще полчаса. Парк закрыт, к сожалению. Будем с вами двигаться вокруг него, по периметру.
Вот. До 6 вечера, потому что в 6 вечера я вызову такси и поеду уже в тат-центр культурный. Вот такое красивое место. Здесь даже есть березки. Представляете? Очень необычно для Парижа. Bonjour. Мои сладенькие булочки, вот мы с вами приехали в японский центр культурный в Париже, который находится на станции Берхаки. Смотрите, какая огромная очередь, она уже тянется со входа. Мы сейчас с вами спустимся на -3 этаж, где находится сам зал. Посмотрите, вот там эльфелевые башенки мерцают, которые продают на улице. Смотрите, какая очередь. Это все очередь, которая начиналась со входа. Pour information, la salle ouvre environ à 18h40. И, собственно, здесь мы видим как раз-таки актеров, которые сегодня будут выступать. Это вступительная часть. Здесь они нас благословляют на удачу и на хороший просмотр этой пьесы. Я очень хотела вам показать отрывок из диалога с Жаклин, женщина, с которой я познакомилась там на пьесе. Она тоже пришла одна, как и я. И в моем окружении нет особо людей, которые заинтересованы в таком, и в ее тоже. Следовательно, две потерянные души сошлись на данной пьесе. Я записала кое-какой отрывок нашего диалога с ней, но все-таки решила не вставлять его, потому что не хотелось бы без ее разрешения, наверное, лишний раз светить ее голос. Nous avons donc fait le choix de commencer ce spectacle par un extrait de Takasago afin qu'il puisse vous porter bonheur. Ce qui explique la présence de ces piliers, c'est que à l'origine, les scènes de No avaient un toit, et donc ces piliers permettaient de soutenir ce toit. Здесь актеры театра Но показывают нам, как они плачут в пьесе. То есть это довольно символичное движение, как мы можем наблюдать. Посмотреть очень интересно, на самом деле, по традиции всегда между выступлениями театра Но, между разными пьесами, да, и перед пьесами происходит кёген. Кёген — это, скажем так, комедийный жанр, чтобы люди не уставали при просмотре Мюген Но или реалистичного театра Но, вставляют эти вставочки вот как раз-таки кюген, где актеры нам немножко дают такую ментальную передышку и потом позволяют нам погрузиться в него обратно уже с новыми силами.
Я чувствую себя самой счастливой девочкой на свете. Надеюсь, меня хорошо слышно. Чувствую себя самой счастливой девочкой на свете, потому что я познакомилась с замечательной, прекрасной француженкой, которую зовут Жаклин. И я очень рада на такой встрече с ней, потому что у меня наконец-то появилась подруга, с которой я могу обсуждать азиатскую культуру и узнать ее опыт посещения Японии, потому что я ни разу еще не ездила в Японию. Это у меня Саругаку масочка, тоже очень забавная. Я как-нибудь, наверное, устрою даже какой-то показ. Почему я рада, что я веду этот блог, потому что у меня появилось наконец-то место, где все мои задротские какие-то интересы я могу наконец-то рассказывать и показывать, потому что из моего окружения мало кого интересуют такие вещи, вот, а похвастаться коллекцией, конечно, таких вещичек хочется. Завтра у нас сложный день, завтра мы едем с вами на съемку, товарищи. Рано встаем, так что до скорых встреч, до завтра, увидимся с вами. Bonjour. Bonjour. Je peux avoir un café langer s'il vous plaît? Emporté. Oui, merci. Купили вонючий, ужасный французский кофе. Вот вам немножко пародия на ожидание года. Ждем нашу съемочную команду. И смотрите, какая здесь кошечка. Это я уже зашла на съемочную площадку. Будем сегодня снимать в квартире как раз-таки ребят, для которых делается музыкальный клип. Dark color. The dark color, this one? That or green, let's put the green. Okay. Yeah. What the fuck, bro? The depression. Bro. Yeah. Can you hear me, Katrina? Fuck you. Tell me, why did you choose to be a DOP? Because I was happy with my life, too much happy, and I didn't want it to be happy and rich. I mean, suffering is Yeah. an important part of our Yeah. existence. I had too much money in my bank account, so I choose to be DOP. Does it look like I care? Okay, yes, I covered it, but it was subconscious. I'm sure there is more. Like that whole fucking shit is like just ripped off. The mirror. There are some references to painters of Italian painters of 18th century. It's nice, but I mean, the name is nice. Portrait of a Lady on Fire. Like acting and directing is amazing. Like directing is great. Yeah. We're friends now. Hello. Hello. He's getting it. He's getting it. Yes, I know. Вот мы забрали оборудование, теперь мы все это раскладываем. В отличие от меня, ребята занимаются делом. Huh? They gave us different viewpoint. Kuravi. Can I get one LED here? Let's bring up the room top. That was good.
Let's do one for a safety. Okay. Couple of times. Yeah, I need to do Секси. Так, а сейчас мы будем готовить комнату для другой сцены. У нас есть это минут 15, чтобы это сделать, так что давайте поторопимся. Right, so much. Ooh, nice. Cool, cool, cool. Feeling bonita. What a robbery. Bathroom scene, so what are we doing? Victor Nation, how we doing? Вот и все, друзья. Съемки подошли к концу. كتير في كفاغ اللي هو الصوت Я пойду в красивом пальто по набережной. Встречу тебя. Oh my god. Did you like the shooting today? Отбатрачив, как черти, на съемках, мы возвращаем оборудование в киношколу. For the backstage. Вот и все, товарищи. До скорых встреч. Любим, целуем и обнимаем.